Юрген Клопп готов прервать свой годовой отпуск ради Барселоны. Аль-Иттихад по-прежнему настроен забрать Мохаммеда Салаха, кандидаты на усиление МЮ. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Манчестер Юнайтед собирается рационально распоряжаться деньгами летом. Как сообщает ESPN, манкунианцы не рискуют нарушить правила финансового фейерплей, установленные АПЛ, но все же будут ограничены в возможности тратить деньги. В связи с этим клуб будет пытаться подписывать футболистов с истекающим сроком контракта. В число целей входят полузащитники Йозуа Киммих и Кефрен Тюрам, а также форвард Джонатан Дэвид. Юрген Клопп – тренер мечты для президента Барселоны. А ранее тренер блауграны Хави объявил, что уйдет из клуба по окончании сезона. Президент каталонцев Жоан Лапорта мечтает назначить одного из двух тренеров – либо Пепа Гвардиолу, либо Юргена Клоппа. Вариант с Гвардиолой считается абсолютно невозможным. Несмотря на то, что сам Клопп публично заявлял о желании взять перерыв после объявления об уходе из Ливерпуля, Лапорта намерен в ближайшие недели встретиться с немецким специалистом, сообщает АС. А также, по информации Жерара Ромеро, Барселона — это единственная команда, ради которой немецкий специалист готов отказаться от годового отпуска. Европейские топ-клубы в летнее трансферное окно смогут приобрести нападающего Штутгарта и сборной Гвинеи Серу Гираси по сниженной цене. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По его информации, сумма отступных за футболиста в размере 17,5 миллионов евро будет действовать в течение всего лета. Ранее сообщалось, что эта сумма была активна исключительно во время зимнего трансферного окна. Отмечается, что на бомбардира претендуют сразу несколько клубов АПЛ. Итальянскому Интеру удалось достичь договоренности с полузащитником Наполи Петром Зелински о его переходе на правах свободного агента. Об этом заявил Фабрицио Романо. По его информации, стороны утвердили примерное положение соглашения между клубом и футболистом, который будет подписан в ближайшие несколько дней. Интер собирается сообщить о подписании игрока до конца этого месяца. Кроме того, миланцы попытаются подписать на правах свободного агента форварда Порту Мехди Тареми. Зелинский выступает за Наполь с 2016 года. Мохаммед Салах может покинуть Ливерпуль в летнее трансферное окно. Как сообщает The Athletic, интерес к футболисту сохраняет Аль-Иттихад. Саудовский клуб был готов заплатить за Салаха 200 миллионов фунтов прошлым летом и продолжает интересоваться египтянином и сейчас. Таким образом, при продаже Салаха Ливерпулем может быть установлен новый мировой рекорд. На текущий момент самым дорогим является трансфер Неймара из Барселоны в ПСЖ – 222 миллиона евро. Рыночная стоимость игрока, по информации Трансфермаркт, составляет 65 миллионов евро. Футболист Милана Шарль де Кетелари, выступающий за Аталанту на правах годичной аренды, может остаться в клубе из Бергамо. Об этом сообщает Football Italia. По их информации, боссы Аталанты приняли решение активировать опцию выкупа 22-летнего футболиста. Потенциальная сделка обойдется бергамаскам в 22 миллиона евро. Еще 4 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов при достижении определенных успехов. Контракт игрока с Миланом действует до конца июня 2027 года. Стали известны новые подробности ухода Жозе Моуриньо из Ромы. Ранее стало известно, что Жозе почувствовал себя преданным игроками и клубом. Моуриньо оставил в шкафчике Лоренцо Пеллегрини подаренный футболистами перстень победителя Лиги Конференций. Это было не единственное послание тренера игрокам. Как сообщает Гол, рядом с перстнем Моуриньо оставил фотографию себя, поднимающего Кубок Лиги Чемпионов и другие трофеи. На фото было написано: «Когда станете мужчинами, верните это мне». Отмечается, что некоторые игроки, включая Пеллегрини и Брайана Кристанте, пытались объяснить Моуриньо, что они не знали об увольнении до последнего дня. Утверждается, что Моуриньо не считает предателями Паулу Дибалу, Джанлуку Манчини и Эдуардо Бови.
В Манчестер Юнайтед приняли решение по будущему английского вингера Джейдона Санчо, который в зимнее трансферное окно перешел в дортмундскую Боруссию на правах аренды. Как сообщает Football Insider, руководство МЮ готово продать футболиста за 50 миллионов фунтов. После зимнего перехода на счету Санчо 3 матча за Боруссию во всех турнирах, в которых он отметился 2 голевыми передачами. Немецкая компания Adidas собирается выпустить фирменный логотип полузащитника мадридского Реала Джуда Беллингема. Об этом сообщает Footy Headlines. По их информации, логотип будет включать в себя силуэт Беллингема с его фирменным празднованием в виде распростертых в стороны рук. Adidas планирует уже в этом году выпустить новую версию легендарных Boots Predator с новым логотипом Беллингема. Вратарь Милана Майк Миньян попал в сферу интересов Мюнхенской Баварии, сообщает итальянское издание Tuttosport. Миньян – воспитанник ПСЖ. С 2015 по 2021 год он играл за Лиль. В Милан французский голкипер перебрался летом 2021-го. Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость футболиста в 45 миллионов евро. Полузащитник МЮ Кристиан Эриксон останется в английском клубе. Об этом сообщил Sky Sports. Ранее сообщалось, что датчанин может быть арендован турецким Галатасараем. Отмечалось, что арендное соглашение будет включать в себя опцию выкупа. Трансферное окно в Турции закрывается 9 февраля. Дортмундская Боруссия объявила о расставании с защитником Тома Менье, который присоединился к турецкому Трабзонспору. Ранее появилась информация о том, что Менье разорвет контракт с немецким клубом и перейдет в Трабзонспор на правах свободного агента. Отмечалось также, что до конца сезона дортмундцы будут продолжать выплачивать Менье зарплату. В нынешней кампании бельгиец сыграл за шмелей всего в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. У футболиста Аль-Иттихада Карима Бензема произошел конфликт с главным тренером команды Марсело Гальярдо после возвращения в клуб, сообщает Марка. По их информации, форвард вернулся в расположение команды и по решению Гальярдо должен был работать индивидуально. Это не понравилось Бензема, и он публично возмутился таким решением, после чего покинул тренировочное занятие. Суперлига может подать иск к УЕФА на 3,5 миллиарда евро. Как сообщает АС, организаторы Суперлиги считают, что запуск турнира задерживается из-за угроз и давления со стороны УЕФА и его главы Александра Чеферина, в связи с чем Суперлига несет существенные убытки. В частности, ставка по кредиту, данному банком JP Morgan, с 2021 года возросла с 2,8% до 6,3%, что привело к потере нескольких миллиардов евро. Еще одна претензия к УЕФА связана с упущенной выгодой от телевизионных прав на показ матчей Суперлиги. В общей сложности убытки составили от 700 миллионов до 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, вклад спонсоров в случае более раннего запуска Суперлиги мог быть на 10% больше текущего.